Мы должны отправиться в прошлое. В те времена, когда завеса над Археем еще не существовало. Что? Мои дети погибли из-за тебя! Кор! Ты убил их моими руками! Также убил и свое дитя! Молчать! Ай-яй-яй, дамы и господа, буду честен. Описывать и обсуждать события предыдущей серии можно не просто долго, а целую вечность. Давайте попроще, я кратко зачитаю список того, что действительно произошло. История отца и сына, появление первых междумирцев, дар матери, начальные этапы заражения мира, запечатывание отца, убийство сына, дабы отец перестал быть неуязвимым, и самое главное, взрыв печати. Да, напомню, серия закончилась на том, что впервые за очень и очень много лет отец выбрался на свободу. Конечно, более он не запитывается магией сына, потому что сына больше нет. Но то, чем отец успел напитаться, явно имеет вес. В момент, когда наша команда увидела огромного дракона и кучу монстров, мы все сбежали. А потом бам, продолжение следует и... Что будет дальше, давайте узнавать. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в сердце вселенной. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в сердце вселенной, сезон, в котором мы... Первый. Ага, увидеть себя за много-много лет до сегодняшних событий, вау, это реально круто. У меня тут даже очки другие. Правда, я так и не понял, что имела в виду мать, когда называла GDH неизначальным Лолошкой. Он ведь тоже междумирец, он тоже носит маску. Хотя изначально мы можем заметить, что носителей масок первых было не так уж и много. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Всего лишь 7. То есть мы понимаем, что далее носителей масок стало явно больше. Но самое главное, почему я, настоящий Лолошка, не помню свою междумирскую жизнь за миллионы лет до этого? И еще вопрос, если теперь нет сына, означает ли это, что все первые во всей мультивселенной станут слабее? Или же они наоборот станут сильнее, потому что не отдают сыну часть энергии? Цитирую, сын так и сказал: мы заключили договор с первыми, что они будут делиться со мной энергией. И запечатали этот договор заклинанием. Получается, все. Сына более нет, следовательно, мы одновременно потеряли посредника и энергетический сосуд. Как это аукнется в будущем, поживем, увидим. А вообще напомню, у нас тут отец на свободе. Серия закончилась на нашем побеге, продолжение следует. А что в этом продолжении, узнаем через 3, 2, 1. А? Что происходит? Много. Гимлин, Вален. Что происходит? Всем тихо! Позаботьтесь о ребятах. Они только-только с битвы. Объясню все потом. Вот, хороший Лолошка всех унял. Да, мы объясним обязательно, только это, там дракон. А как против дракона-то? Если он даже огромный город положил, то вот эту маленькую деревушку... Ну, очевидно, что против дракона мы не справимся. Что-то, походу, нам всем задница. Так. Что? Что-то показал и все. Так, в итоге прямо сейчас мы Джаналошка. И с кем бы мне поговорить? С кем бы мне побеседовать? Может, мне тревожно, что мы вернулись в лагерь выживших. Что, если отец последует за нами? Думаешь, он прямо сейчас займется этим? Сын мертв. Отца больше ничего не питает. Да, но и в то же время не сдерживает. Резонно. Даже без энергии извне Тадмавриэль безгранично силен. Теперь он свободен, а значит, первая часть его плана выполнена. Что Эграссель говорил про завесу над Археем? Разрушить печать могли лишь те эльфы, в ком есть свет. Значит, и завесу тоже. Тадмавриэль готовился к этому тысячелетие, если не больше. В нем есть кровь первой матери. Наверняка он знает, как снять эту завесу и как избавиться от нее. А я ведь даже не знаю, как его остановить. Его вообще можно остановить? Ничто не способно его убить, кроме него самого. А, нет.
Должен ведь быть хоть какой-то способ. Я явно что-то упускаю. Я здесь из-за Междумирки. Раз уж это она привела меня сюда, то... Да, пусть она и отвечает на мои вопросы. Надо поспешить. Так, ладно, вот мы коллективным разумом, как говорится, все и порешали. Нам нужно спросить у матери, что делать, да? Так, только перед этим, погоди. Балсмэк, Садыка. Опять что-то обсуждают. Ну, надеюсь, не насилие. Оу. Линерра, или как тебя там? Смотришь, что Невер посадил? Так, ну, поговорить я не могу. С кем-то вообще могу поговорить, кстати? Так, здесь нет, здесь тоже нет. Что-то мне подсказывает, что беседу завести мы с кем-либо сейчас не сможем. О, Сайриса! Да даже с ней не могу поговорить, что ж такое-то? Блин, ну ладно, видимо, нам действительно нужно поспешить, и нам нужно к матери. Получается, мы это сделаем либо через скинт, либо... А, ну вот, кстати, так и написано. Связаться с первой матерью. Путеводный скинт. Ну-ка. Как же мы это сделаем? Мы типа уже научены? Типа умеем? Нет. Сил не так много. Она как будто нарочно не хочет отвечать на мой зов. Так, и в итоге что, не получится? О! Стоп! Нет! Он хочет отдать свои силы, чтобы связаться с ней. Нет! Ты же знаешь, что это приведет к не самым лучшим последствиям, Лолошка. Или Джон. Кто там у вас мозговой штурм? Зачем ты тратишь силы на этот разговор? О, ну наконец-то. Столько всего пережил за последнее время. А ты даже не соизволила спросить, как у меня дела? Я чувствую, что сын пал. Его свет угас. И отец больше не питается его силой. Ты сделал то, что должен был сделать. Зачем мне взывать к тебе? Что? Но подожди. В смысле сделал то, что должен был? А как же завеса над Археем? Тадмавриэль наверняка знает, как через нее пробиться. А если он это сделает, то... Не трать свои силы. Ему не преодолеть завесу, Лолошка. Ты ведь сам возвел ее. Неужели ты все еще не понимаешь? Я правда не понимаю. Что ты имеешь в виду под «не преодолеть»? Отец-то вообще в курсе этого? Он не хочет это признавать, но его нежелание не дарует ему свободу от оков этого мира. А гарантия? Есть у этого хоть какая-нибудь гарантия? Моя воля, твоя гарантия. Завеса не ослабнет, а эльф не выйдет за ее пределы. Он силен, но лишь потому, что я однажды увидела в нем что-то, чего на самом деле в нем никогда не было. Да, я уже прослушал его биографию. Было очень занимательно, правда. Но... Черт. Ты просто хочешь сказать, что удерживаешь его? И удержишь? Нет, не я. Моя сила, которая живет в нем. Не особо понятно, но дико интересно. Он не сможет распоряжаться моим даром, как пожелает. Даже если я не способна забрать этот дар обратно. Сейчас, Лолошка, ты тратишь силы на пустое. Тебе незачем говорить со мной. Тьма не распространится за пределы этого мира. Даже если под гнетом отца падет весь Архей. Что? Но мы ведь не можем допустить падения Архея. Мы не можем просто взять и позволить этому миру умереть. Мы не можем дать всем существам, которые здесь обитают, заразиться. Мы должны найти способ раз и навсегда остановить Тадмавриэля. Нет, он не остановится, если сам не захочет остановиться. Да черт! Что нам делать-то? Просто дать ему уничтожить весь Архей? Ты на это намекаешь? Меня не волнует смерть одного мира, Лолошка. О, как же ты... Сын выполнил свою роль. Мой дар распространился по другим мирам. А тьма
Тьма запечатана здесь. Но ведь если... Уходи отсюда! Если ты не вернешься, угаснешь. Ты сделал то, что должен был. Уходи! Но как? Как мне уйти отсюда? Черт! Ё-моё, сколько же ты сил сейчас потратил, Джоналожка? Мне кажется, ты вообще... Ой-ё. Чё-то, мне кажется, ты переборщил, серьезно. Так, встаем. О, боже, да, нам немножко фигово. Джон? Все нормально? Ну твою же, а! Ну вот, казалось бы, за столько лет я уже должен был привыкнуть к ее несносному характеру. Успокойся, но... Джон, не начинай. Знаешь, вы даже с ней чем-то похожи. Что? Ну, я имею в виду, также не любите ничего нормально объяснять, если не видите в этом персональной выгоды. Что? Ты сейчас серьезно? Что она тебе ненормально объяснила? Завесе над Археем не пасть, отцу не умереть. Да, но а нам-то что делать? А это уже, видимо, не ее забота. А, да? Спасибо за разъяснение и поддержку, Джон. Проблемы только это не решает. Ну, как есть, Лолошка. И мать и Грассель говорили, что я создал эту завесу, но... Я ничего из этого не помню. Вообще ничего. Ни Грасселя, ни Тадмавриэля, ни уж тем более весь этот Архей. Черт, я ненавижу это ощущение. Только показалось, что я перестал забывать, как... Теперь оказывается, что огромный пласт своей биографии я вообще не помню. Ты... Успокойся и... Не переживай. Все будет хорошо. Что? Джон, это ты так сейчас сочувствовать пытаешься? Ай, да нормально у меня все с сопереживанием. Я просто правда не знаю, что тебе сказать. Хотя... Погоди-ка. Твои слова навели меня на одну мысль. Нет, Джон, никаких мыслей, сейчас это не так важно. А что тогда? Самое главное, остановить отца. Нам нельзя дать заражению распространиться. Ну, технически... Нет, Джон, еще раз. Не технически, а по-настоящему. Я не хочу, чтобы жители Архея медленно умирали. Ах, все рано или поздно умирают, Лолошка. Это естественный процесс. Просто... В Архее внутри этого процесса есть еще одна дополнительная переменная. Джон, ну ты сейчас серьезно? Ну ты же прекрасно понимаешь, что я имею в виду. Да, конечно понимаю. Но я согласен с ней. Мы сделали все, для чего прибыли сюда изначально, Лолошка. Узнали про истоки вспышки, прервали ее процесс паразитирования над мироходцами, да даже сделали лекарство от заражения. Остальное немного не наша забота, пойми. Нет, Джон, мы должны остановить Тадмавриэля. Мы должны хотя бы попытаться. Да как? Ну как мы не сможем его убить, Лолошка, если он сам этого не захочет? Хочешь ему, не знаю, терапевтическую сессию провести? Объяснить ему, что его все ненавидят и ему уже пора на покой? Он же сразу тебе поверит и послушается, ну конечно. Но, Джон... Это наш единственный способ. Ты притащил меня сюда, а значит, ты поможешь мне в этом, понял? Как иначе мы тогда выберемся отсюда, а? Мы должны расправиться с отцом. Мы должны уничтожить завесу и разойтись обратно по своим вселенным. Или же мы навсегда застрянем здесь. Да все, ладно. Как же ты разгорячился-то, а? Но просто пойти поговорить с ним мы не можем. Ты же осознаешь это, да? Вообще, я уже размышлял над этим некоторое время. Ну, над тем, как мы можем отсюда выбраться. И... Ты же помнишь, как работает завеса, верно? Так, ну она не дает распространиться заразе и избежать отцу. Короче, это будет звучать безумно, но я уверяю тебя, этот вариант намного реалистичнее того, что предлагаешь ты. Мы должны отправиться в прошлое. В те времена, когда завеса над Археем еще не существовала. До того, как ты успел возвести ее. Чего? Подожди. Чего? Отправиться в прошлое? Каким образом? Ну ты сам подумай. Да, мы не можем перемещаться за пределы Архея. Но это не значит, что мы не можем перемещаться в материально-пространственном временном континууме. В
пределах этого мира. Но это же... Да, сложно, Лолошка, понимаю. Но я знаю, о чем говорю. Я думал об этом еще до того, как мы сюда попали. Предполагал, как один из возможных способов выбраться отсюда. Я примерно рассчитывал, когда нам надо, и это... Подожди, Джон! Что? Лолошка... Да нет, подожди, я не понимаю, Джон! Ты сейчас серьезно предлагаешь переместиться в прошлое? Ай-яй-яй-яй-яй. Эй, ты куда? Да нет же, знаешь, решил тебя немного развеселить. Ай, какой же ты... Знаешь, что-то ты очень погрустнел после разговора с Междумиркой. Да, конечно, я серьезно, Лолошка, да, я серьезно! Да, все, тихо, не кричи. Я в целом поверил тебе, правда. Это очень опасный способ. Мне нужно как следует все обдумать, Джон. К перемещению во времени нужно как следует подготовиться. Мы не можем делать это импульсивно. Подожди, но... Не. Знаете, почему это плохо? Штука со временем — это очень опасная хреновина, потому что есть такой персонаж, как Смотрящий. Смотрящий — это олицетворение самого времени. И прикол в том, что Смотрящий, как время, очень не любит, когда с этим временем играются. То есть все вот эти вот искоренения парадоксов, искоренения неправильных рамок — это заслуга Смотрящего. И по сути Джон сейчас предлагает сделать парадокс. Просто, ну это плохо, но так хочется, честно говоря. Что я могу еще тут добавить? Напомню, во всех сезонах, где как-то видоизменялось время, где присутствовал временной парадокс, присутствовал и Смотрящий. При всем при этом он предлагает быть соучастником этого процесса. Если все, что было до этого, мы с ним сталкивались, сейчас Джон по сути своей предлагает стать преступником. Если кто забыл или просто не до конца разбирается в лоре, то напомню, что у нас существует такая штука, как тюрьма времени. И как раз таки туда заточаются те, кто со временем делают что-то не так, как надо. Эй, Джон, это очень опасный способ. Мне нужно как следует все обдумать. К перемещению во времени нужно как следует подготовиться. Мы не можем делать это импульсивно. Джон, тебя эта история вообще ничему не научила. Я не могу на такое согласиться. У этого способа риск намного выше. Из-за малейшей нашей оплошности что-то может пойти не так. Если ты так уверен, что другого выхода у нас действительно нет, я готов тебе довериться. Нет. Вот это тот самый случай, когда я понимаю, что это полная задница, и из-за малейшей нашей оплошности что-то может пойти не так. Джон, я не согласен на эксперименты со временем. Люди Почему? вообще не должны обладать такой силой. История с эльфами — прекрасный тому пример. Ай, ну и что ты тогда предлагаешь? Я думаю, Междумирке плевать, как мы тут будем распоряжаться ее силой. Если мы сделаем это без злого умысла. Она сама сказала, что нам нужно уходить. Тем более мы сделаем все с предельной осторожностью. И не устроим никаких временных парадоксов. Он это сказал! Он сказал слово «временной парадокс». Это буквально то, о чем я только что говорил. Джон, а точно ли мы не устроим эти парадоксы? Вдруг что-то пойдет не так? Вдруг мы помешаем установке завесы, и тогда все миры подвергнутся заражению. Да, брось ты, я тебе поражаюсь. Каждый раз я думаю, что ты перестанешь быть опрометчивым, и что? в итоге... Это я опрометчивый? Джон, ты буквально предлагаешь переместиться в прошлое! А ты предлагаешь пойти на контакт с Тадмавриэлем. Да, но мы можем хотя бы попробовать и... О, что? опять. У него умер сын. Он может к нам прислушаться. Нет, а потом взять и пойти за сыном на тот свет, да? О, действительно, давайте все поучимся у Лолошки эмоциональной манипуляции. И тогда всем... О чем вы тут спорите? О, Невер, ради всего святого. Чё ж ты так незаметно подкрадываешься, а? Вообще, я хотел спросить про это существо, которым вы были, но не стал перебивать и поэтому немного подслушал. Невер, ты хотел спросить про наше слияние? Да, вы это так называете? Это выглядело сюрреалистично. Ну, знаешь ли, ощущается примерно так же. Когда вы научились так объединяться, а? Тогда в Эшхолде вы... Невер, пожалуйста, давай ближе к делу. Вопросы посущественнее. Ладно. Какой у вас план?
Что вы теперь планируете делать? Ой, ну вот как раз таки пока что ничего. Потому что наш Лолошка отказывается меня слушать. Потому что ты, Джон, предлагаешь какие-то безрассудные идеи. Да, И задолбал. отец выглядел устрашающе. Даже хуже, чем я себе представлял, кстати. Что вообще с вами произошло? Не смогли убить его, да? Его нельзя убить, Невер. Что? О, нет. А ведь я знал. Я знал, что ничем хорошим это не закончится. Кар, нельзя. Всем нам грозит смерть. Кар. Мы могли бы даже не ввязываться во все это. Тихо, Невер, пташка. Да, Невер, тихо. Никто не говорит, Да что... ты-то куда полез? Нет, Лолошка. Невер в целом прав. Отца в любом случае не уничтожить. Так что... Да, Джон, ну хватит уже, пожалуйста. Я не понимаю, почему мое предложение тебе кажется таким невыполнимым. Я уже все сказал. Нам нужно просто поговорить с ним. Надо поговорить с отцом. Нет. Ну мы же можем хотя бы попытаться. Что, если его слова были правдой? Ну, то, что он говорил о сыне. Что все, что он делал, было ради Эграселя. Ох, да. Урокам эмоциональной манипуляции скорее учиться все же нужно тебе, Лолошка, а не у тебя. Я... Но Эграсель мертв. Завесу ему не сломать. Какой смысл отцу добивать все живое в Архее? Да потому что в его действиях и не было никакого смысла. Он сумасшедший, Лолошка. И конкретно сейчас он, вероятнее всего, хочет нам с тобой отомстить за смерть сына и уничтожение его планов по захвату всех мультивселенных. Простите, а у него сын погиб? Да, Невер. Нам пришлось это сделать, чтобы заражение не распространилось дальше Архея. Оу, тогда, Ророшка, родительскую боль ничем не успокоить. Когда твои дети умирают, самому жить уже не хочется. Вот видишь, Джон, что... Возможно, у нас все же есть шанс. Слушай, Лолошка, я не думаю, что Невер подразумевал именно это. Ну, Джон, ну мы же обязаны попробовать. Мы и так потратили уже достаточно времени. Нет. Знаешь, я вот почти всегда не соглашался с твоими способами решения проблем. И сейчас тоже, если честно, не согласен. Но за время нашей совместной работы я многому научился. В том числе тому, что... иногда ты бываешь прав, а я нет. Так уж и быть, ладно, мы пойдем твоим путем. Надеюсь, что я не ошибусь в правильности своего выбора. А если ошибусь, мы все еще будем живы. Пойдем. Реально? Я уговорил? Давай, пошли. Эй, стой, а как же подготовиться? Реально? Как ты к такому подготовишься? Простите, вы идете к отцу прямо сейчас? Вдвоем, что ли? Без поддержки? Какой поддержки, Невер? Моральной, что ли? Да вы и так уже помогли нам. Да, слушай, Невер, отец слишком опасен, и вы столько времени противостояли монстрам, что мы не можем каждый раз подвергать вас опасности. Нет, я просто хочу пойти с вами. Воу, птичка, ты чего это? Отстань ты, Ророшка. Отец правда внушает в меня невероятный страх, но еще больше страх внушает в меня жизнь в Архее. Пока отец не повержен, мы не... Ой. Что? Вы что здесь топчетесь, идиоты? Идите болтать в укрытие! О, черт. Эти твари стали еще злее, чем раз назад. О, пока отбивался от одной, руку повредил. Озверели совсем. Да, еле расчистил территорию вокруг. Ну так, расчистил же. Да, дуря твоя башка, тут-то. Не пустословьте здесь. Говорю уже, идите в лагерь. Эй, Скотт, тебе бы к Беренгарию руку подлечить. Да, сам разберусь. Да, видимо, теперь отцу ничего не мешает вселять в воплощенных всю свою мощь. Печати же больше нет? Да. Так, ладно, все, пойдем уже. Нет, стой, Джон! Ну дай мне хотя бы Невера тогда слушать.
Давай. Короче, я хотел сказать, что вряд ли вы его убедите. О, вау, вот это да! Как же воодушевляюще! Как я рад, что мы дослушали Невера. О, Джон. Пойми же, вы с Ророшкой никогда не испытывали такую боль утраты, которую испытал отец, потеряв сына. Да, он ужасное и мерзкое существо, которое этой боли заслуживает, но направить ее в нужное русло вы не сможете. А я, возможно, смогу. Я ведь тоже отец. Я тоже потерял своих детей. У меня, может, получится донести до него Да, все, не продолжай. То есть ты хочешь сказать, сможешь донести необходимость его собственной смерти? Да, именно. Понятно. Лолошка, что скажешь? Ну... Слушай, учитывая, что Лолошка топит за поговорить с отцом, и учитывая, что Невер тоже был отцом, ну, объективно, да. Отказаться от предложения Невера. Ну, согласиться, да, определенно. Но, Невер, это очень опасно. От него практически невозможно отбиться, ты сам его видел. Да, я знаю. Поэтому я и хочу пойти с вами, Ророшка. Ты прав, Невер. Мы с Джоном вряд ли сможем его уговорить. Да, точно не сможем. Нас-то он хочет уничтожить. Что ж, в словах Невера есть какой-то смысл. Да, я тоже так думаю. Невер, ты только поаккуратнее будь, хорошо? И держись поближе к нам. Хорошо. А где мы найдем-то его? Ну, я подозреваю, что он мог отправиться за останками первой матери. Кого? Ты же не знаешь. Ну, короче, идем туда же по направлению к предгорью. Давай, Лолошка, погнали уже. Давай, все, теперь я согласен. Блин, кстати, а ведь действительно, Невер вообще не в курсе про первую мать и все такое. Мы еще и сливаемся. О, Невер реально вообще в шоке. Первый раз видит. Да. Такс, ну, поехали, как говорится. Как же хорошо, что мы можем телепортироваться. Такс. Монстров нет. Все более-менее пусто. Получается, погнали? Так, а теперь куда? Обратно в Кахлидол, что ли? Нет, она находится не там. Да. Нам нужно, получается, в город? Объясни мне, что за она? Первая мать, Невер. Первая мать. Да, это я понял. Я имел в виду... А что это вообще такое? Первая мать? Это, скажем так, существо, благодаря которому я здесь. Во всех пониманиях этого слова. Говоришь как-то странно. Как Ророшка и Джон одновременно. Ну, потому что так и есть, Невер. Но при этом, как ни один из них. Странно. Потому что это я, Невер. Не Джон и не Лолошка. Да, кстати, мы понимаем, что Джоналошка имеет, можно сказать, свою собственную сущность, свои собственные мозги в какой-то степени. То есть, когда Лолошка и Джон сливаются, мы понимаем, что у него даже характеристики другие. Он мыслит так, как не мыслил бы Лолошка и Джон по отдельности. Ну а теперь мы приходим в тот самый город, здесь ты уже в целом был, и нам нужно не налево, по идее нам нужно направо, да? Вот в эту сторону. Или я ошибаюсь? По-моему, да, по-моему, сюда. Простите, ребятки, ты еле держишься после последней битвы. Это он кому? Самому себе или Неверу? Так, и по-моему, нам действительно нужно в эту сторону. Типа, что-то в духе направо вот здесь. Типа, у меня правда нет никакого понимания, потому что я в этом городе, ну, не то чтобы бегал. Так, опа! Почему их так много? Ну, как бы тебе объяснить-то, Невер? Потому что... Невер, осторожнее! Вообще, судя по тому, что здесь есть монстры и там гора вверх, мне нужно именно сюда. О, капец, какие же они сильные! Я в шоке! У них прям очень много хп. Я прям ощущаю себя, как будто я в первой серии этого сезона, и у меня только-только появилось первое оружие. По идее, мы почти прибыли. Да. Получается, вот по этой горе поднимаемся, и там должен быть такое могущественное существо, а такое предсказуемое. Нам к нему, да? Вон оно. Ты хочешь поговорить с ним телепатически? Мне страшно. Мне тоже, Невер. Пойдем.
Ой-ой-ой-ой-ой. Ой. Глупцы! Жалкие глупцы! Я дал вам время, разрешил бежать! А вы сами пришли ко мне! Настало время платить по заслугам! О май гад! Щит! Невер! Подожди! Стой! Мы пришли просто поговорить! Разговоры с вами бессмысленны и ничтожны! Ровно как и вы сами! Да хватит уже! Никогда! О! Прекрати! Это еще что за глупая птица? Как ты смеешь вставать у меня на пути? Прошу, дай нам слово. Какой чудный ворон. Считает, что достоин того, чтобы говорить со мной. Считает, что способен защитить собой междумирца. Я... Эй, ты кажешься мне знакомым. Энергия в тебе кажется мне знакомой. Да, когда-то я был зараженным и... О, это многое объясняет. Ты уже испытывал мое влияние, удостаивался моей благодати, и поэтому не так робок передо мной, как должен быть. С дороги, жалкая птица! До тебя мне все равно нет никакого дела. Прошу, пожалуйста, я просто хочу... Эй, просто объясни, какой твой план, Тадмавриэль? Избавишься от меня? И что потом? Как ты тогда пересечешь завесу? Или просто будешь блуждать здесь, пока в Архее не останется ни одной неподвластной тебе души? Всякая душа в Архее подвластна мне. Кроме первой матери, да? Да как ты смеешь? Мерзкое создание! Ты лишил меня сына! Ты должен ответить за свои грехи! Послушай, я понимаю, каково тебе. Что? О чем ты, глупая птица? Я тоже потерял своих детей. Прошу, послушай. Я знаю, что ты чувствуешь. И к чему же мне твое знание? Разве ты хочешь, чтобы твою боль переживали другие? Разве твой сын хотел этого? Ты не знаешь, чего желал мой сын. Да, но я знаю, чего желал ты. И это точно не была смерть твоего ребенка. Да, никакая цель не может стать на пути жизни твоих детей. Твоя сила безгранична, но ты используешь ее во вред. Подумай сам, сколько семей было разрушено, сколько детей погибли от твоих рук, и сколько еще погибнет, если ты не остановишься. Глупая птица, ты ничего не понимаешь. Ты не ведаешь, о чем говоришь. Твои слова ничто для меня. Ровно как и жизни тех, кто встает у меня на пути. Такие как вы. Величие моей цели превосходит ценность жизни мне непокорных. Каждый, кто отрешается от моего блага, недостоин его. А значит и недостоин моего прощения. И что это значит? Кар, ты ужасен! Ты просто отвратителен! Ужасен! Ужасен! Это... Ты думаешь, что ты божество, но на деле просто самодовольный болван! Мои дети погибли из-за тебя! Кар! Ты убил их моими руками! Также убил и свое дитя! Руками Ророшки! Молчать! Его явно это задело, его явно задело то, что сказал Невер, но... Невер. Сейчас, подожди, пожалуйста. Я тебя развоплощу сейчас. Эй, Лолошка. Удар отца был
не с целью заражения. Он бил насмерть. А Джон, получается, не может использовать магию, чтобы исцелить, потому что, во-первых, рана наверняка огромная, а Джон при этом слабый. О, нет, как это все не вовремя. Что? Нет, нет. Невер. Невер. Невер, я не дам тебе умереть. Невер. Сейчас мы перенесем тебя в лагерь. Рорушка. Я так долго ждал своей смерти. И вот этот момент настал, когда во мне появилось желание жить. Черт. Невер. Невер, мы обязательно тебе... О, нет. Спасибо. Спасибо тебе, Рорушка. Спасибо, что дал мне шанс на жизнь. Спасибо, что подарил спокойствие в своем сне. И что дал мне возможность искупить вину перед самим собой. Невер, пожалуйста, не говори так. Мы прямо сейчас... Спасибо, что были моими друзьями. С друзьями умирать не страшно. Невер, повторяю, ты не умрешь. Мы сейчас же перенесем тебя обратно. В твой сон, Джон. Давай переместим его в твой сон, Джон. Ложка, нам... Нет. Прости. Это... Я... Черт возьми, я не этого ожидал. Что в итоге? Невер. Как же так, Невер? Один чертов раз я усомнился в правильности своего решения. Я пошел у тебя на поводу, Лолошка. И вот, один грёбаный раз. Вот что мы из этого имеем. Джон, но я же... Заткнись! Просто сейчас взял и заткнулся. Так, ладно. Но, Джон, как ты смеешь? Мой друг только что погиб. Ты думаешь, я именно этого хотел? Нет, я ничего... Ты думаешь, я сейчас не сомневаюсь в правильности своего выбора? Ах. Тише. Привлечешь зараженных. Тише? Это все, что ты можешь сейчас мне сказать? Джон! Нет, не все. Я не могу на тебя злиться, Лолошка. Это просто отвратительное чувство. Было бы куда проще обвинить во всем тебя, чтобы справиться с этой потерей. Но... Нет, я не могу. Я знаю, что в этом нет твоей вины. И что твой выбор тоже имел право на существование. Джон, я... Слушай, у меня в голове сейчас слишком много мыслей. А вот тут слишком много эмоций. Понимаю. Я просто не знаю, что сейчас делать. Я не знаю, как смотреть в глаза остальным. Это ведь я согласился на то, чтобы Невер пошел с нами. Это я привел его к смерти, Джон. Тихо, не надо. Не твоя вина, что Тадмавриэль сумасшедший ублюдок. Нужно дать остальным попрощаться. Я сейчас хочу побыть один. Дай мне немного времени. Себе, кстати, тоже. Ладно. Он в свой сон телепортировался. А я могу? Нет, скин сновидений не используется. Ох. Это пи***.
Давай просто без лишних слов сейчас вернемся в деревню и понаблюдаем. Ой, блин, у меня просто нет никаких слов. Я честно, я не хочу это комментировать, но, как вы понимаете, приходится. Черт. О, я не хочу подходить ближе. Я не хочу. Знаете, единственное, за что я сейчас цепляюсь, это за то, что все не зря. Я просто увидел вот эту толику сомнения в лице Тадмавриэля. И я не знаю, я оправдываю все это только этим. Этой маленькой верой в то, что Неверу получилось. Но на этом я все равно буду постепенно заканчивать. Ребят, спасибо за просмотр данной серии. Я надеюсь, что вам нравится этот сезон. Спасибо за ваши лайки. Дальше больше. Ребят, не забывайте, пожалуйста, поддерживать нас, команду. Подписывайтесь, чтобы не пропустить, что будет дальше. А если вы здесь впервые, то вы можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и попытка противостояния. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. Па.